Всем привет! Меня зовут Света, вы на моем канале о вязании Моток Декор. В этом видеоуроке я хотела бы рассказать, как связать интерьерную корзину вот таким интересным узором соты. Он получается достаточно плотным, красивым, стеночки хорошо держат форму. Ставьте лайк этому видео, не забывайте подписываться на мой канал и, конечно, оставляйте свои комментарии. Это помогает моему каналу развиваться и мотивирует на создание новых интересных мастер-классов. Вязать я сегодня буду из полиэфирного шнура карамель толщиной 5 мм, цвет груша. На создание такой корзиночки 13 на 9 сантиметров мне понадобилось приблизительно 70 метров. Из инструментов мне понадобится иголка с большим ушком, крючок номер 6 и ножницы. Связать данную корзину можно из трикотажной пряжи или джута. В описании к данному видео я оставлю ссылку и промокод для приобретения материалов со скидкой. Она действует на весь ассортимент товаров. Выбирайте подходящий именно вам материал. Желаю всем красивых петелек и давайте приступать. Начинать вязание корзины мы будем с вами с создания донышка. Как его связать, вы можете посмотреть мой мастер-класс «Идеальный круг», перейдя по подсказке в правом верхнем углу, или ссылка будет также в описании к данному видео. Мое донышко уже готово, я связала 7 рядов. Также можно связать донышко любого размера, который нужно вам. И сейчас я вам покажу, как мы будем переходить на вязание стеночек. Итак, наш ряд закончился таким узелком, как мы делаем соединение ряда. И сейчас мы будем переходить на стеночки. Будем цеплять с вами вот эти дальние дужки косичек и вот эти перемычки, которые идут у каждого столбика. Итак, начинаем прям по ходу движения. Вот наша ниточка выходит. И дальше прям цепляемся в следующую петельку, ныряем за дальнюю дужку и сразу за перемычку. Хватаем рабочую нить и вытягиваем петельку. Далее хватаем рабочую нить и провязываем первый столбик. И продолжаем вязание обычными столбиками без накида. Также ныряем за дальнюю дужку косички и за перемычку. Ныряем. Хватаем рабочую нить, вытягиваем. У нас 2 петельки на крючке, мы хватаем рабочую нить заново и провязываем через эти 2 петельки. И так далее мы идем. Дальняя дужка косички, перемычка. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. И такими обычными столбиками без накида мы с вами провязываем весь наш первый ряд. Старайтесь петельки уже загибать наверх, чтобы они были перпендикулярно к нашему донышку. Предлагаю связать самостоятельно, и здесь мы с вами увидимся. Итак, я связала свой первый ряд и подошла к последней петельке, к тому месту, где у нас было соединение ряда на донышке. Здесь мы видим дужку косички, петельку, которую мы утягивали, и здесь также есть перемычка. Вот сейчас я буду нырять крючком за вот эту петлю, которую мы утягивали на донышке, и за перемычку. Также ныряю, петелька и перемычка, хватаю нить, вытягиваю и провязываю столбик. Итак, мы закончили этот ряд, и сейчас будем делать соединение и переход на следующий. Мы вытягиваем вот эту петельку последнюю, крючком ныряем под первую лежачую косичку с изнаночной стороны, набрасываем петельку и вытягиваем ее на изнанку. Подтягиваем. Вот такое соединение произошло. Теперь эту петельку можно немножко потянуть за рабочую нить. Мы ее как бы уменьшаем, но старайтесь, чтобы она не убежала назад. Вот такого размера ее можно оставить. И сейчас мы переходим к вязанию следующего ряда. Мы ныряем в раскол ножек вот этой первой галочки, куда мы утягивали петельку. Ныряем в раскол здесь и также в раскол здесь. Хватаем рабочую нить, вытягиваем петельку. Теперь надеваем на крючок петельку, которую мы утягивали. Хватаем рабочую нить и протаскиваем ее через 2 петли на крючке. Так у нас получился переход на следующий ряд. Этот ряд мы будем с вами вязать с помощью обычных столбиков без накида. Только провязывать будем то короткую галочку, то длинную. Короткую галочку мы провязали.
в галочку предыдущего ряда прямо в раскол. Далее мы переходим к вязанию длинной галочки. Ее мы будем провязывать в само основание корзины, прямо в то место, откуда у нас выходит данная галочка. Итак, ныряем крючком прямо сюда, вглубь, под столбик, под галочку. Вытягиваем более длинные такие ножки у столбика. Равняемся с петелькой предыдущей. И, хватая рабочую нить, провязываем столбик. То есть получается галочка более с длинными ножками. Далее опять идет короткая. Также мы вяжем в раскол петельки предыдущего ряда. Вытягиваем и провязываем столбик. И далее опять длинная. Вяжем в основание корзины. Прямо туда ныряет крючок, откуда выходит сама галочка предыдущего ряда. Вытягиваем, равняем петельки и провязываем столбик. Далее опять короткая в раскол и длинная в основание корзины. Итак, мы идем с вами до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу ряда, и сейчас мне остается провязать одну длинную галочку. Также я ныряю в основание корзины, вытягиваю длинные ножки и провязываю столбик. Старайтесь данные длинные петельки вытягивать равномерно, чтобы ниточка не перекручивалась, так как за счет них у нас будет как раз формироваться наш узор. Итак, мы закончили, получается, второй ряд, и сейчас будем делать соединение. Мы также вытягиваем петельку последнюю, ныряем крючком за первую лежачую косичку, набрасываем эту петельку и утягиваем ее наизнанку. Также ее подтягиваем, уменьшаем, но чтобы она не убежала назад. И сейчас мы будем переходить к вязанию третьего ряда. Итак, начинать ряд мы будем с вами с провязывания короткой сейчас галочки и ныряем прям крючком в раскол длинный, вот так насквозь. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, надеваем петельку, которую мы с вами утягивали, хватаем рабочую нить и провязываем через 2 петельки. Так мы провязали с вами коротенькую галочку. И далее мы будем формировать уже узор, цепляя за вот эти длинные ножки вот этих галочек. Итак, мы залезаем под крайнюю ножку длинной галочки и далее цепляемся за крайнюю ножку другой галочки длинной. Хватаем рабочую нить, вытягиваем петельку. У нас 2 петли на крючке. Мы хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Получается у нас такой рельефный столбик без накида. Далее опять мы провязываем обычную коротенькую галочку. Вот наша галочка длинная, и туда в раскол мы ныряем и провязываем обычный столбик, то есть обычную короткую галочку. Далее опять цепляем ножку крайнюю у длинной петельки, крайнюю ножку у другой длинной петельки, хватаем нить, вытягиваем и заново рабочей нитью провязываем столбик. Получился еще один рельефный столбик без накида. И далее опять короткая галочка, то есть вот была наша галочка, и туда в раскол между ножек мы провязываем обычный столбик, то есть такую коротенькую галочку. И далее опять крайняя ножка длинной галочки, которую мы уже провязывали. Далее следующая галочка длинная, мы берем также крайнюю ножку, хватаем рабочую нить и провязываем столбик. И далее опять коротенький столбик в раскол длинной галочки. И таким образом мы с вами идем до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я довязала ряд до конца, мне осталось привязать последнюю галочку. Итак, я ныряю также за длинные ножки разных галочек и провязываю столбик. Итак, вот закончился ряд. Теперь
Вытягиваем ниточку также и ныряем под первую лежачую косичку с изнанки, набрасываем петельку и утягиваем ее на изнанку. Также немножко подтягиваем, уменьшаем, но чтобы она не убежала. Итак, теперь мы переходим к вязанию следующего ряда. Начинать ряд мы будем с вами с длинной галочки и нырять крючком будем сюда прям под рельефный столбик, то есть прям в раскол вот этих ножек, но прям туда поглубже, здесь, и также мы выходим в раскол здесь под перемычкой и между ножками столбика. Ныряем, вытягиваем длинные ножки, надеваем петельку, которую мы вытягивали, и провязываем столбик. Так у нас получилась длинная галочка. И далее мы провязываем обычный столбик, также коротенькую галочку, и ныряем просто в раскол вот этих галочек, которые у нас между вот этими рельефными столбиками. Итак, ныряем прям в раскол. Также смотрим между ножками под перемычку, вытягиваем и провязываем столбик. Далее опять у нас длинная галочка. Мы ныряем, получается, сюда под рельефный столбик, в раскол вот этих ножек. И в раскол здесь также между ножками. Хватаем нить, вытягиваем длинные ножки и провязываем столбик. Далее опять коротенькая просто в раскол галочки. Далее опять длинная петелька. Ныряем под рельефный столбик между ножками в раскол. И также здесь крючок выходит в раскол ножек. Вытягиваем длинную галочку и провязываем столбик. Далее опять обычная коротенькая галочка. И таким образом мы с вами идем до конца ряда. Старайтесь петельки вытягивать равномерной длины, и чтобы ниточки не перекручивались, так как именно за счет них формируется наш узор соты. Итак, вяжем самостоятельно, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу этого ряда. Мне осталось провязать одну коротенькую галочку. Я также ныряю в раскол. Здесь я, получается, ныряю так, чтобы сразу спрятать вот эти нити, то есть петельки, которые мы утягивали для соединения. Ныряю поглубже, вытягиваю и провязываю столбик. Далее у нас опять соединение ряда. Мы с вами вытягиваем ниточку, ныряем под первую лежачую косичку с изнанки, набрасываем петельку, утягиваем, подтягиваем петельку, уменьшаем ее. И далее у нас следующий ряд. И этот ряд мы будем с вами начинать с провязывания короткой галочки. И нырять будем крючком сразу в раскол вот этой длинной галочки, прям куда мы утягивали нашу петельку. Прям в раскол длинной галочки ныряет крючок. Смотрите, чтобы петелька не убежала назад. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, надеваем петельку и рабочей нитью провязываем столбик. Так получился первый столбик, коротенький в этом ряду. И далее у нас опять начинается провязывание рельефных столбиков для формирования узора. Итак, мы ныряем под длинные галочки, под крайние ножки, хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее мы опять провязываем коротенькую галочку, ныряем в раскол вот этих длинных ножек, вытягиваем ниточку и провязываем столбик, коротенькую галочку. Далее опять идет у нас рельефный столбик, то есть мы цепляем ножку длинную у одного столбика и крайнюю ножку у другого столбика. Вытягиваем ниточку, старайтесь, чтобы ножки не перекручивались. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик. Далее опять обычный короткий столбик в раскол длинной галочки. И так далее мы с вами опять идем, формируя наш узор, чередуя обычный столбик в раскол длинных галочек и провязывание рельефного столбика за крайние ножки длинных галочек. Итак, мы идем до конца ряда
и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу этого ряда, и мне остается провязать последний рельефный столбик, ныряя за длинные ножки галочек. Итак, теперь я делаю соединение, также вытягиваю, ныряю крючком под первую лежачую косичку с изнанки, вытягиваю ниточку, подтягиваю, уменьшая ее. И сейчас мы переходим к вязанию следующего ряда. Его мы будем начинать уже с длинной галочки и нырять будем сюда под рельефный столбик в раскол вот этих ножек. Выходим здесь также в раскол ножек. Следите, что вот эта петелька не убежала. Хватаем рабочую нить, вытягиваем длинные ножки, надеваем петельку и провязываем столбик. И далее опять провязываем коротенькую петельку в раскол следующей петли. Ныряем и провязываем. И далее опять провязываем длинную галочку под вот этот рельефный столбик. Ныряем насквозь, вытягиваем длинную галочку и провязываем. И далее опять короткая. И таким образом мы провязываем с вами, чередуя ряды, то длинные и короткие галочки, а в следующем ряду делаем рельефные столбики, и между ними мы провязываем обычные короткие галочки. Итак, мы вяжем столько рядов, сколько необходимо для высоты вашей корзины. Предлагаю это связать самостоятельно, и там мы с вами увидимся, я покажу, как мы будем заканчивать и делать обвязку края. Итак, я закончила свою корзину. Последний ряд, который нужно было провязать, это с рельефными столбиками. Сейчас мы будем делать с вами обвязку края обычными соединительными петельками. Для этого нам необходимо сейчас отмерить нить, которой нам хватит для обвязки. Мы берем наш кончик нити и вот таким образом обматываем вокруг корзины 4 раза. 1, 2, 3 и 4. Не говорю конкретный метраж, сколько нужно оставить, так как в зависимости от вашей корзины вы отмеряете нужную вам длину. Итак, теперь мы ниточку просто обрезаем ножницами. И сейчас переходим к обвязке края. Значит, для начала нам необходимо будет сейчас вытащить вот этот кончик полностью и сделать петлю имитацию. Так, вытянули. И берем иголочку с большим ушком. Вставляем кончик в иголочку. И сейчас будем с вами цепляться под первую лежачую косичку, которая у нас здесь была, с лица иголочкой. Ныряем вот так под обе дужки и протягиваем весь этот кончик. И теперь иголочкой необходимо вернуться в эту же петельку, откуда выходила ниточка. Мы ныряем прямо сюда же, в эту петельку, и под вот эту перемычку, которая у нас здесь идет у этой петельки. Ныряем в петлю и под перемычку. И также утягиваем все наизнанку. Все подтягиваем. Делаем эту петельку такой же длины, таким же размером, как и все остальные петельки, которые у нас идут здесь по краю корзины. Теперь убираем иголочку, она пригодится нам чуть позже. Берем крючок и начинаем обвязку края. Вот наша петля имитация. Мы отсчитываем от нее 1, 2, вторую петлю в правую сторону. Ныряем под обе дужки косичек крючком, хватаем рабочую нить и вытягиваем на лицо. И далее приступаем к обвязке края. Мы также ныряем теперь под следующую петельку, под обе дужки косичек, хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем эту петельку через петлю на крючке. Далее мы ныряем под следующую петельку, это наша петля имитация была, также под обе дужки ныряем, вытягиваем и эту петельку протаскиваем через петлю на крючке. Далее под следующую ныряем, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. И таким образом мы делаем обвязку края обычными соединительными столбиками. Ныряем, вытягиваем
и протаскиваем через петлю на крючке. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Старайтесь эти петельки делать равномерными по длине, чтобы они аккуратно смотрелись по краю корзинки. И здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу, мне осталось привязать последнюю петельку. Я ныряю, протаскиваю, и сейчас уже можно просто вытянуть эту петельку, мы будем делать соединение. Итак, я вытащила ниточку, беру иголку с большим ушком, вставляю кончик, и сейчас будем делать с вами петельку имитацию. Мы ныряем крючком под первую косичку, протаскиваем нить и возвращаемся обратно в эту же петельку, откуда выходила ниточка, и туда сразу на изнанку. Поправляем ниточку, и вот такая петелька у нас здесь получилась, а кончик просто прячем сюда под ножки столбиков, как будет более удобно, и лишний потом просто обрезаем. Предлагаю сделать это самостоятельно. Итак, я спрятала кончики. Вот такая корзиночка у меня сегодня получилась. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. И, конечно, делитесь своими результатами в других соцсетях, мне будет очень приятно. Другие мои корзины можно найти, перейдя по подсказке в правом верхнем углу или по ссылке в описании. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. До новых встреч и пока-пока!